quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. Итак, мы с вами продолжаем поездку, и на всей скорости мы мчимся в Неаполь. Неаполь — это самый крупный город Южной Италии, это третий по величине город Италии после Рима и Милана. Город, про который придумали фразу «увидеть Неаполь и умереть», родина неаполитанской пиццы и также обладатель самой красивой станции метро в Европе, по мнению итальянцев. Это была первая точка маршрута, уже находящаяся в Южной Италии. На город не было серьезных ожиданий, особенно если сравнивать с ожиданиями, которые были на Флоренцию. Мы ждали, что придется столкнуться с многолюдностью, с шумом, с мусором. Однако мы окунулись в этот круговорот жизни буквально с первых же секунд пребывания в городе. В Неаполе бесконечное движение по улицам, абсолютное отсутствие тротуаров, машины постоянно норовят сбить, постоянно сигналят, наезжая, но при этом не останавливаются и даже не притормаживают. Лично у меня было постоянное ощущение, что Неаполь — это как очень навязчивый ухажер, который постоянно пытается тебя лапать. Бля, о боже, да еще. О май гад. Ну все здорово, не еду больше, получается. Когда я читал гайд по Неаполю, то там писали, какие-то ориентировочные цены на бары, на пиццу. И там были цены из разряда, что апероль стоит 1 евро, а коктейль можно найти за 3 евро. Я тогда не поверил и проверил, за какой год была статья. Может быть, цены были абсолютно другие, потому что коктейль в других городах Италии стоили минимум 8 евро, а то и больше. Но эти цены оказались правдой, хотя некоторым барам было далеко от люкса. Наше жилье в Неаполе находилось в монастыре. Мы его нашли на коленке в последний момент, потому что изначально я планировал снимать комнату в испанских кварталах, в самом криминальном районе города. Но в последний день хост отменил жилье, точнее он запросил изменения, и там было на 200 евро дороже, чем я хотел. Но мы не пожалели, тем более, что мы были единственные постояльцы на весь этаж. Что у них не гости, а на самом деле муж на час. Ну ты сейчас берешь рейв. Come l'ole dietro le serrande il sole e fuori come me te quasi sempre bello. На самом деле Неаполь — это город с богатым прошлым, и гуляя по нему можно найти очень красивые дома и даже целые улицы среди всего мусора и шума. Однако эти дома часто в не очень хорошем состоянии. Через несколько дней мы очень хорошо освоились с городом, начали находить какие-то позитивные стороны, находить какие-то прекрасные моменты. Даже сейчас, пересматривая видео, кажется, он такой классный. Но в первые дни в первые моменты, точнее, он нас очень сильно напугал своим ритмом жизни. Неаполь — это точно не тот город, где я бы хотел жить, но это точно место, которое стоит посетить, точно место, которое нужно увидеть и постараться не умереть. Non sempre bello eppure qualcosa mi dice di no.
В Неаполе, как мне кажется, и в целом в Южной Италии очень много церквей, и эти церкви, они реально используются, в отличие от церквей в Северной Италии, которые служат в основном как музеи. Слышал, что это связано с бедностью, но не знаю, насколько это правда, но люди очень верят в удачу, и они очень суеверны. Они постоянно продают какие-то амулеты, сувениры на удачу. Постоянно, на всех улицах находится лото, где можно сделать ставки. А Марадона, легендарный нападающий клуба Наполи, на самом деле я вообще не шарю в футболе, я только что это с Википедии прочитал. Но он здесь практически символ города и даже, наверное, какое-то божество. Везде есть граффити с его изображением, и даже я слышал, что есть церковь, посвященная Диего Марадоне. Это одна из фирменных закусок Неаполя, это котлета из макарон. Итак, мы сейчас с вами забираемся на гору, куда без этого, где находится замок Сант-Эльмо. Сам замок ничем не примечателен, и мы даже не заходили внутрь, только забрались на гору, с которой открывается вид на весь город и также на вулкан Везувий. Вот вам еще немножко затянутых сцен с музыкой и с этим прекрасным закатом, который нам посчастливилось увидеть с вершины горы. Что делаешь? Вот этот десерт, он называется баба. Это, по-нашему, ромовая баба, и это очень типичный десерт для региона Кампания. Мы их съели штук 50, и мы уже научились распознавать, где их готовят хорошие, а где слишком сладкие. И вот через эти красивые причудливые дворики мы с вами отправляемся в путь на кладбище Фонтанелла. Неаполь разделен на верхний и нижний город. Нижний город — это историческая застройка, и сейчас она в не очень хорошем состоянии, и все самые криминальные районы находятся именно там, хотя это самый центр города. По дороге на это кладбище мы проходили через такие районы, которые походили на бразильские фавелы, но при свете дня все люди были очень дружелюбные и здоровались с нами. На этих кадрах вы не видите кладбище Фонтанелла, потому что мы в него не попали, потому что оно было закрыто на реконструкцию, и мы ни с чем просто вернулись обратно в город. Про существование верхнего города мы даже не знали, и мы оказались там случайно, доехав туда на метро, и удивились, что мы как будто бы приехали в абсолютно другой город, как будто бы это и не Неаполь вовсе, а какой-нибудь Милан.
sole sorgere, guarda dove la è lontana anche se soffierà lo stesso vento, sarà così freddo, sarà come per me. Так, приближаются выходные дни, и мы с вами отправляемся на прогулку в центр города. Сразу хочется отметить, что мы уже были несколько дней в городе, и каждый вечер мы гуляли по центру города, и улицы были пустые. Можно было гулять в любом направлении и заходить в любые рестораны, где всегда было место. Но в выходные обстановочка очень сильно поменялась. Мой коллега-итальянец мне сказал, что, возможно, это связано с приближающимся Рождеством, до которого на тот момент было уже меньше месяца. Еще немножко самых вкусных неапольских баб. А сейчас мы с вами на станции метро Толедо, которая самая красивая в Европе, как гласит билборд на входе в эту станцию. Поезд метро уносит нас в квартал, который называется Скампия. Это скандально известный район, который сейчас состоит из нескольких заброшенных зданий, в которых живут люди, которые относятся к местной мафии Каморра. Несмотря на уговоры Алины, внутрь я заходить побоялся, чтобы снять. Все-таки это не экстремальное шоу. Небольшая прогулка по Национальному археологическому музею Неаполя, где находится очень много находок, найденных в Помпеях и в Гераклануме. И напоследок отправляемся в катакомбы Сан-Гаудиоза. Это раннехристианские катакомбы, которые находятся в старой части Неаполя и датируются 2-3 веком нашей эры. Честно говоря, ходя по этим катакомбам, которые, практически ровесники Иисуса, невольно впадаешь в трепет под давлением истории, когда, рассказывают о временах, когда на Руси все еще с голой жопой ходили. Последний день в Неаполе, и перед выходом на поезд мы отвлеклись на эти лимоны, которые собирал садовник в саду монастыря, и мы опоздали на поезд. И хоть я разозлился вначале, но следующий поезд был совсем скоро, и спустя 30 минут мы уже были в следующем городе. Салерно. Маленький город к югу от Неаполя с населением чуть больше 100 тысяч человек. Город хоть и маленький сейчас, но он имеет богатую историю. Первое упоминание было еще до нашей эры. Современный облик города получил после промышленной революции, и также здесь располагается один из самых больших грузовых портов Италии. Салерно находится очень близко от Неаполя, буквально 35 минут на поезде, который входит вообще в систему городского транспорта Неаполя, и мы попали будто бы в параллельный мир. В Неаполе вечная суета и круговорот жизни, а здесь, в Салерно, буквально замерло время. После приезда мы буквально вслушивались в тишину и наслаждались этим спокойствием. Теперь беги так, как ты бег. Не буду. Ладно, не снимаю.
В Салерно мы снимали комнату в квартире у бабули, у очень милой семейной пары. И они нам очень много всего рассказали про город. Бабуля потом написала мне хороший отзыв на Airbnb. И в целом был очень-очень позитивный какой-то отклик от такого опыта. У них большая квартира, и 3 комнаты из них сдаются гостям. У нас была комната с отдельным санузлом, и мы могли также пользоваться залом. Ну, как пользоваться? В зале мы могли наснимать сторисов, но мы могли пользоваться балконом, чтобы там завтракать и ужинать, и смотреть на закат, и пить вино, и вот это вот все. Салерно находится рядом с Амальфитанским побережьем. Это такой полуостров, и на котором располагаются интересные, милые, живописные городочки Поситано, Амальфи, Соренто. И туда ходит паром из Салерно. Этот порт, откуда отправляется паром, находится прямо рядом с домом, где жила бабуля. Но мы так и не поплавали на нем, потому что, когда мы приехали, закончился сезон и порт закрыли. Ну и как это водится уже, мы первым делом отправляемся на гору, точнее на замок Ареки, недалеко от Салерно, с которого открывается прекрасный вид на город. Между прочим, на дворе 1 декабря. Туристический сезон давно позади, поэтому на крепости было буквально 0 людей, там не было вообще никого. Мы настолько как-то влились в эту средневековую атмосферу этой крепости, что мы включили саундтрек из Обливиона и ходили, и кайфовали, наслаждаясь. Даже на видео была слышна музыка из саундтрека, и я думал ее оставить как есть, но в итоге она была очень тихо, и я не хотел затягивать видео, вы же знаете. И я поэтому решил наложить музыку отдельно. Несмотря на то, что кажется, что очень тепло, но приближался Новый год, и люди вечером выходили на гуляния и заполоняли собой улицы настолько, что были специально обученные люди, которые контролировали, чтобы пешие улицы были односторонними. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa... Утром я проводил Алину на поезд, куда она отправилась дальше в путешествие со своей подругой. И отправился пешком в соседний город. Come quando piove io mi scordo l'ombrello. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Как я уже говорил в выступлении, в Салерно находится один из самых больших грузовых портов в Италии. Bello andare lontano, stamattina col sole era bella anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella. Oggi voglio andare al mare,
Городок называется Вьетри-дель-Маре. До него идти примерно час из центра Салерно. И город славится своей керамикой. И здесь музеи керамики и очень много магазинчиков сувенирных с разными изделиями из керамики. Fuori come te, quasi sempre bello pure. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Итак, на следующий день я отправился в Амальфи на автобусе. Хотел немножко рассказать про Амальфитанское побережье. Оно находится вот чуть южнее Неаполя. Стартовая точка — это Салерно, собственно, город, где я был. Все побережье является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и на нем расположено множество красивых курортных городков. Из них я посетил только Вьетри-суль-Маре и Амальфи, и все по той причине, потому что сейчас тогда не ходили паромы уже, потому что закрылся сезон, я уже говорил об этом, и можно было попасть только на автобусе. Сейчас мы с вами находимся в городке Амальфи. Сам городок маленький, и я в него добрался на автобусе абсолютно бесплатно. Причем из него обратно в Салерно я тоже добрался бесплатно. По дороге туда я не разобрался, как платить. Точнее, я не знал, что нужно купить билет заранее. А на дороге обратно я знал, что нужно купить билет заранее. Но все газетные киоски, в которых нужно покупать билеты, они были закрыты, потому что это был выходной день. Из интересного здесь есть кафедральный собор, которому больше 1000 лет, и при нем есть красивый сад Парадизо, в который я не попал, потому что он был закрыт. Амальфи можно обойти за 10 минут от одного конца до другого. Из города я увидел гору, на которой располагались руины какой-то крепости, и я решил, что всегда лучший план — это забраться на какую-то гору. Амальфи славится своими лимонами, и в городе можно купить все на свете с лимонами. В первую очередь лимончелло, а также десерты и мороженое с лимонами. Однако опрометчивым было накупить всех сувениров и, например, литровую бутылку лимончелло перед взбиранием на гору. А дорога, по которой я пошел взбираться на гору, называется Via Maestra dei Villaggi, что означает «дорога мастеров». Это пешеходная дорога, соединяющая основные деревни, расположенные на холмах между Аджиролой и Амальфи, и она существует с очень давних времен, со времен герцогства Амальфи. Кстати, все эти деревья на склонах — это лимонные сады. Путь наверх, на гору, занял примерно час, и такое же время заложил на дорогу обратно, чтобы успеть на последний автобус в Салерно. Гуляя по этим склонам, я потерял свою кофту, которую я привязал к рюкзаку, когда мне стало жарко, и долго ее искал, несколько раз пройдя весь маршрут, который был уже на вершине горы. В конце концов, я ее нашел и успел спуститься обратно с кофтой и успеть на последний автобус.
Несмотря на то, что днем в Салерно надвигающийся Новый год почти не ощущается, зато ночью все улицы центра города освещены, как будто весь город — это одна сплошная рождественская елка, и мы находимся внутри нее. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare, e tu che sei col mare. Последние деньки в Салерно, и вот я отправился в город, который находится недалеко от Салерно. Я, честно говоря, даже не помню название, и даже сейчас не могу на карте найти и вспомнить, куда конкретно я поехал. Просто я поехал на автобусе ради видов из окна. Просто ехал и снимал дорогу, и смотрел по сторонам. В самом городе я провел примерно 15 минут, забрался на самую высокую точку, сделал пару фоток и отправился на автобус обратно. Когда уехала Алина, то я жил оставшееся время в другой квартире, которая была поменьше, но ближе к центру. Итак, мы отправляемся в рум-тур в мою замечательную каморку в квартире. Это прихожая, много всякой хуйни, что очень типично для итальянских квартир. Там хозяйка очень громко о чем-то с кем-то говорит, поэтому там снимать не буду, там просто кухня. Стрёмная кукла, ну много вообще чего стрёмного. Мы направляемся прямиком в мою малюсенькую комнатку. Комната. С хозяйкой квартиры была забавная история, потому что комната, в которой я жил, была очень маленькая, и все хозяйские вещи, находящиеся в комнате, я сложил в шкаф, чтобы они мне не мешали работать. И когда я уезжал, то я проспал автобус, и у меня на сборы было примерно 2 минуты после пробуждения. В итоге я не успел все обратно расставить и убежал, и впоследствии она мне написала примерно через неделю, думая, что я украл ее зеркало, которое было какое-то там фамильное и стояло на столе. Оно на самом деле было в шкафу, но потом нашлось, и мы, в общем, помирились, и она даже поздравляла меня с Новым годом. Итак, мы с вами находимся в Трани. Это последний город моего путешествия по Италии. Он находится в регионе Апулия. Выбрал я его, как и все в этой поездке, случайно. Я не хотел ехать в главный город региона Бари, потому что слышал плохие отзывы о нем. Поэтому я выбрал случайный город недалеко от него, потому что потом мне пришлось добираться в аэропорт, потому что из Бари я уже летел домой в Прагу. Так, мы идем по этому празднику жизни максимально и смотрим. Может быть, я тут живу, а может быть, вон там, а может быть, в каком-то из этих домов. Мы этого пока что не знаем. Солнышко, ветер. Топ-топ-топ-топ-топ. А я живу вот в этом доме. Так, мы идем. Трани — это курортный город, морской, и поэтому в середине декабря тут было просто 0 туристов. Под конец путешествия мне хотелось просто гулять по улицам, никуда не спеша, не имея никакой абсолютно цели. Я ходил по городу и слушал аудиокнижку. В городе очень уникально, что все исторические здания построены из такого белого камня, песчаник называется, наверное. И они все в одинаковом стиле сделаны, как будто бы весь город сделан как какая-то поделка из камня, наверное. Вот, поэтому не было ощущения какой-то прерывания, что когда гуляешь по городу и встречаешься с какой-то современностью. То есть целиком было погружение в какое-то вот такое средневековую атмосферу.
Книжка, которую я читал, называлась «Королевский убийца» от американской писательницы Робин Хоп. И, самое забавное, что я, когда ее слушал, то я ходил по полностью пустым улицам, и действия книжки тоже происходили в средневековом городе, недалеко от моря, недалеко от замка, и было максимальное ощущение, что я нахожусь внутри романа, что я иду по улицам, по тем же самым, по которым главный герой передвигался на страницах романа. Подходит к концу поездка, и также подходит видео, и все мои долгие попытки его более или менее как-то обработать. И я ощущаю усталость и сейчас при обработке, и когда даже смотрю это видео, я вспоминаю, какая у меня была уже усталость от этой поездки, которая длилась уже 2 месяца. И последние дни мне, реально... как-то хотелось просто гулять. Вот, поэтому видео, оно немножко, наверное, дурацкое, потому что сложно передать за одно видео ощущение от города. Но я тупо не знал, что записывать, и записывал просто все подряд, каждую свою прогулку, которая мне доставляла какое-то позитивное настроение. Это моя экскурсия в замок Трани. Замок этот представляет большой форт, которому много лет, но самое уникальное в этом было то, что этот музей был открыт целиком для меня одного, и потому что было абсолютно 0 посетителей, и сотрудницы, теточки, они, столпились вокруг меня, начали мне про него рассказывать, включили мне видео, рассказывающее историю этого форта. Вот, потом я ходил один по этому замку и представлял, как будто бы я какой-то королевич. Вот, хожу и наслаждаюсь вот этой вот средневековой жизнью. L'amore per me ha elettricità, sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini, uno ogni 2 sono come scalini che portano nell'Olimpo in un mantello di nuvole bianche. Cosa mi hai fatto? L'amore per me ha quel lasso di tempo, il messaggio sulle tue labbra era come un semaforo taxi driver, ci vorrebbe piuttosto un aereo. Вот эти вот грибы, я их впервые увидел на рынке, и они оказались офигительно вкусными, я их ел практически каждый день потом. Очередная бесцельная прогулка вдоль скалы, где меня чуть не смыло волной, но я устоял и поэтому могу сейчас разговаривать с вами. Le sabbie sono diventate rosse, abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri. Siamo una sconfitta perfetta bambina, il tempo che passa scoppia la clessidra. Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto, il respiro irregolare nello stesso letto in cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue freddo nelle mie vene. Это очень вкусный маленький лучок, который я нашел в супермаркете. Уникальное в этом то, что в доме не было ни одного острого ножа, и мне приходилось готовить, в том числе чистить лук ножом для масла. Очередной рум-тур, на этот раз последний из моей поездки. Я жил в палаццо. Я специально выбрал дом чуть-чуть, наверное, подороже, чем жил до этого. И не прогадал, потому что к концу поездки усталость уже ощущалась, и хотелось, во-первых, чтобы было все красиво, но это, в принципе, относится ко всей поездке, ко всему жилью, которое я снимал на протяжении поездки в Италии. Во-вторых, хотелось, чтобы было какое-то приватное пространство, что это будет не комната, это не будет какая-то квартира на чердаке, где-нибудь на открытом месте, что это будет какая-то резиденция. Ну и хотелось какого-то уже качества, наверное, для контраста.
Я люблю все эти старые дома с дырами в окнах и скрипящими дверями. Между прочим, в этом доме не скрипела ни одна дверь, к сожалению. Вот, и я смог насладиться вот этими последними днями в палаццо. Ну и здесь мы с вами уже находимся в баре, в аэропорту, и это последние моменты до моего возвращения домой. На самом деле уровень тоски по дому к этому моменту просто зашкаливал. Мне очень хотелось вернуться в Прагу, потому что в Праге уже выпал снег, там вовсю готовилось к Рождеству и Новому году, а я в это время находился в каких-то тропиках. Наверное, хочется подвести какие-то итоги и сделать выводы. Это мой первый опыт такой достаточно длительной поездки, где я постарался посетить довольно много мест. Это, то есть, была не одна точка притяжения, это было 8 разных городов. Каждый город, каждый регион, который я посетил, очень сильно отличался друг от друга. И, честно говоря, делая сейчас выводы, я бы каждому городу дал больше времени, прям гораздо больше. В среднем я оставался в каждом месте на неделю, и это очень мало, потому что я при этом работал, и на прогулке у меня оставались либо вечера, либо выходные. И чтобы погрузиться полностью в жизнь, чтобы ощутить, что я живу в этом городе, недостаточно пары вечеров. Нужно, иметь какое-то пространство, чтобы ничего не делать и просто сидеть дома. И по этой причине, наверное, резонно чередовать какое-то дорогое жилье, более красивое в знаковых местах, и более дешевое, в котором можно просто отдохнуть посреди поездки и пересобраться для продолжения ее. Я хоть и изначально и планировал, что это будет спонтанная поездка, но меня все равно одолел какой-то страх, и я запланировал всю поездку целиком заранее. То есть я забронировал все жилье, все переезды, перелеты. Очень хочется в следующий раз все-таки рискнуть и планировать поездку только на ближайший город, иметь план на ближайшие 2 недели и потом двигаться по обстоятельствам. Ну и самое главное, что какой бы ни была хорошая квартира, все равно это съемное жилье, и там всегда есть пространство для улучшения, и для этого всегда с собой нужно иметь баночку ВД. Ну что ж, всем спасибо. Fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Là fuori come mette, non sempre bello eppure